немного путешествовал, знакомо это, пожалуй, мало с чем сравнимое чувство неизвестного. Когда вы делаете первые шаги, спускаясь с трапа самолета или выходите на железнодорожном вокзале, где ранее никогда не бывали. И тут неважно, как далеко вы забрались, выехали на выходные в соседний город или проделали путь в 1000 километров. Значение имеет лишь само чувство, то самое предвкушение новых открытий, нового опыта и новых эмоций. Именно в этот момент открывается второе дыхание. Даже когда за плечами долгая изнурительная дорога, набитые под завязку рюкзаки, неудобные пересадки и шумные соседи. Именно в этот момент вы открываете сердце и разум, вписывая новую главу в свой дневник жизни. Всем привет! В этот промозглый и холодный мартовский денек мы в столице Северной Македонии, городе Скопье. И именно отсюда, с центральной площади, которая носит название Македония, начнется наше путешествие по этой самобытной, недооцененной с точки зрения массового туризма и от этого еще более интересной стране. Поэтому я не смею вас больше задерживать. Давайте снимем розовые очки и посмотрим на Македонию, какая она есть на самом деле. Добро пожаловать в маленькую и солнечную республику Северная Македония. Солнечную, потому что 300 дней в году здесь светит солнце. А маленькую, потому что население Македонии составляет всего 2 с небольшим миллиона человек. Из которых доля титульной нации македонцев всего около 65%, а доля меньшинства, албанцев, 25%. Македония не имеет выхода к морю, граничит на западе с Албанией, на севере с непризнанной республикой Косово и Сербией, на востоке с Болгарией и на юге с Грецией. Стараниями последних в 2019 году страна из Республики Македонии превратилась в Республику Северная Македония. А годом ранее, в 2018-м, те же греки продавили Преспанское соглашение, по которому Македония была обязана удалить Виргинскую звезду со всех публичных зданий на своей территории. Эта самая звезда, к слову, до 1995 года была даже на государственном флаге. Македония — единственная страна бывшей Югославии, которая вышла из ее состава без военного конфликта. И закончим на позитивной ноте. В 2021 году впервые в своей истории Македония приняла участие в финальной части чемпионата Европы по футболу. Подвиг греков образца 2004 года повторить не удалось, но сражались македонцы действительно как львы, которых вел за собой нестареющий Горан Пандев. Эпизод 1. Скопье. Город-статуй под мартовским небом. Забегая вперед, скажу, что сегодня Скопье мог иметь совершенно другой архитектурный облик, гораздо более привлекательный с точки зрения туризма. Если бы не землетрясение 1963 года, которое разрушило практически 75% города. Целыми остались лишь несколько переулков, пара мечетей, церквей и мост через реку Вардар. Одну из ключевых ролей в восстановлении Скопья сыграл японский архитектор Кензо Тенге. Известен он в первую очередь тем, что руководил перестройкой Хиросимы после бомбардировок. А еще помимо этого проектировал деловые кварталы Неаполя и Болонии. Именно Кензо Тенге предложил полностью изменить дизайн Скопья, активно продвигая идеи брутализма на тот момент крайне популярного течения. Так что тот облик, который центр Скопья имеет сейчас, в большей степени заслуга именно этого архитектора. Сегодня Скопье — это архитектурный коктейль из остатков римской, османской, средневековой сербской архитектуры, социалистического модернизма, брутализма и вездесущего новодела. Но даже в том состоянии, в котором Скопье находится сейчас, город крайне любопытен. Однако следует понимать, что Скопье не из тех городов, которые буквально лопаются от изобилия достопримечательностей, по улицам которых можно бродить часами, днями напролет. Нет, тут все очень дозировано. Однако при должном желании и старании здесь действительно можно найти, чем себя занять. Например, не спеша погулять по набережной и центральной площади, любуясь фонтанами, и попробовать сочетать все скульптуры. Обязательно подняться на крепость Скопье и полюбоваться оттуда видом на город. Выделить день и съездить в каньон Матка, в одно из самых живописных мест во всей Македонии, побродить по запутанным улочкам старой Чарши, отведать македонской традиционной кухни, попутно радуясь ценам в ресторанах. Ну вот мы с вами добрались и до Триумфальной арки, которую возвели в далеком 2012 году. Кто-то, может быть, вспомнит Триумфальную арку в Париже, а кто-то и Триумфальные ворота на Нарвской. Вот опять же, она такого большого бэкграунда не имеет.
но имеет место на существование. Смотрите, смотрится достаточно симпатично, хоть это и новодел. Новодел. Да, пожалуй, это слово можно смело записать в топ самых часто произносимых мною во время пребывания в Скопье. Вообще, я крайне негативно отношусь к новоделу как таковому, особенно если речь идет об архитектуре. Но вот здесь в моей программе случился сбой. Уж больно, простите меня, органичным этот новодел мне показался. Да и в целом центр Скопья смотрелся свежо и бодро как с земли, так и с воздуха. Ну и как не упомянуть о статуях, монументах и памятниках. Точнее, не о них самих, а об их количестве, которое превышает все разумные пределы. Спасибо за это жители столицы могут сказать программе «Скопье-2014», проекту правительства Северной Македонии по возведению памятников историческим личностям. Сам проект крайне неоднозначно был воспринят македонцами, часто подвергался и подвергается критике по сей день. С одной стороны, это кич, это так все гротескно, преувеличено, это немножко нелепо. Но давайте представим ситуацию, при которой все эти статуи вдруг исчезнут. И что мы видим в итоге? Мы увидим серые панельки, стеклянные, пластмассовые здания. Мы увидим город без лица. И вот этот колокол подтверждает эту мысль. Я все-таки прав, наверное. Вот это количество монументов, памятников формирует бренд Скопье, формирует его сегодняшнее лицо. Ну, мне так кажется, по крайней мере. И это визитная карточка современного Скопья. Еще одной визитной карточкой Скопья является 12-арочный пешеходный мост через реку Вардар, который носит название Камен-мост и был построен в 15 веке по приказу турецкого султана Мехмеда II. Это один из немногих исторически значимых объектов, переживших землетрясение 1963 года. Сейчас мост делит Сейчас этот мост делит Скопье не только по географическому признаку. Сейчас этот мост делит Скопье не только по географическому признаку на северную и на южную части, но и по этническому на албанскую и на македонскую. А мы движемся в направлении Старой Чаршии, которая находится на албанской стороне города Скопье. Как вы можете заметить, впереди возвышается могучий монумент Филиппу II, который возвели в 2012 году, как и многие другие объекты. Однако Греция восприняла это как провокацию и притязание на греческих героев и греческую историю, и монумент пришлось переименовать в просто воина. Но мы-то с вами знаем, кто это на самом деле. На входе в Старую Чаршию нас встречает хамам Дауда Паши, который прослужил по своему прямому назначению совсем недолго. А версий, почему так вышло, две. Первая. Хамам сделали слишком большим, и для того, чтобы протопить его, попросту не хватало древесины. Вторая версия заключается в том, что любимая жена Дауда Паши вошла в хамам еще до его открытия просто посмотреть и была укушена ядовитой змеей. Как итог, убитый горем Паша приказал более не использовать хамам. Мы в Старой Чаршии, втором по величине восточном базаре на Балканах, за пределами Стамбула. И здесь, в отличие от нового центра Скопья, действительно витает дух истории. Узкие, колоритные улочки, все очень аутентично. Кафе, торговцы на улицах. В общем, все, что нужно гуляющему туристу. Основной минус путешествий вне сезон – это то, что большая доля достопримечательностей закрыта на реконструкцию или же до начала основного сезона. Как пример караван-сарай Капан-хан, куда удалось заглянуть только через решетку. И караван-сарай Куршумли-хан, который не только представляет историческую ценность, но и является местом проведения всевозможных фестивалей, естественно, в допандемийный период. Предлагаю еще немного прогуляться по улочкам Старой Чаршии и пропитаться духом Востока. Именно Востока, потому что иногда может сложиться ощущение, что сейчас вы где-нибудь в старом городе Стамбула, Монастира или Рабата. Об этом говорит не только характерная архитектура и атмосфера, но и процент преобладающего мужского населения в кафе.
Да, женщины, сидящие за чашечкой кофе, здесь редкость. Кстати, большинство заведений и торговых лавочек здесь принадлежит албанскому или турецкому меньшинству. Да и вообще влияние Турции прослеживается очень сильно, как и почти во всем Балканском регионе. Здесь запросто можно обнаружить турецкие флаги, символику непризнанной республики Косово или, например, портреты турецкого президента. Такая вот она старая Чаршия. Город в городе, страна в стране. Скопье – это не только помпезный центр с его бесчисленными скульптурами или же старая Чаршия с ее узкими улочками. Скопье – это вот такие вот самые обычные спальные районы, где живут такие обычные македонцы. Ну и давайте совершим прогулку по одному из таких спальных районов, где мы останавливались во время нашего пребывания в столице. Македонцы, как и русские, любят парковаться на тротуаре. Видимо, это особенность национального менталитета. При этом стоит отметить, что в районе, где мы останавливались, было достаточно культурно и чисто, в отличие от большинства отдаленных от центра районов Скопья. Не будем оценивать, насколько правильно положена плитка на тротуаре, верно ли сделана ливневка и по фэншую ли посажены деревья. На это есть другие эксперты. А вот по духу и стилистике эти районы своего рода микс между панельками уездного городка России начала нулевых и малоэтажного новодела какой-нибудь южной страны. Лично меня это зацепило и даже немного понравилось. За 2,5 недели путешествия по Македонии я съел под добрую 100 буреков во всех городах и поселочках, которых мы посещали. И теперь с таким багажом калорий и знаний я могу высказать свое субъективное мнение, что самые вкусные буреки в Скопье, здесь, вот в этом кафе Бурекцилинца Верона. Бурекцилинца. В общем, неважно, как называется. Верона. Здесь мы впервые попробовали буреки, когда заселились. Здесь мы живем сейчас. Вот здесь они самые вкусные в этом супер аутентичном месте из начала 2000-х годов. В России в заведении с такой вывеской я вряд ли бы покупал что-либо. Но здесь это кайф. 25 минут пешочком до туристического центра. Достаточно бодрым пешком. Поэтому здесь нет туристов. Здесь едят только местные. И это вдвойне хорошо. Погнали. Если возьму бурек, выйду и покажу, насколько он вкусный. А еще я не проснулся, 7 утра, они уже работают, ребята. Маску надень. С мясом, Эдна. С сыром будешь? Да. А сладкий будет? Есть? А слади нема, да? Ну что, взяли буреки. Вот здесь обычно перекусывают местные жители. С мясом, жирные, с сыром, жирные, вкусные. Вот это вот. Вот такой, с сырочком, вот такой вот смак. И обычно принято запивать кислым млеком. Вот таким йогуртом, или кислое млеко называется, традиционное. Традиционный запивон буреков. Не с чаем, а вот с молоком. Чтобы микрофлора желудка, кишечника нормализовалась. Иначе они слишком жирные. Небольшая ремарка о македонской кухне. Она зыждется на 3 китах. Просто, сытно, дешево. Ничего такого, что заставит трепетать ваши вкусовые рецепторы, вы здесь не найдете, но и голодными тоже не останетесь. По-царски отужинать в хорошем ресторане с безалкогольным пивом и десертом можно за 1000-1200 рублей на двоих. Отдельное упоминание заслуживает македонское вино, пожалуй, лучшее вино на Балканах, за какие-то 200 рублей за бутылку. За моей спиной бывшее здание вокзала Скопье, в котором сейчас находится музей, который, к слову, сейчас почему-то не работает. Возможно, связано с пандемией, возможно, какие-то реконструкции. И это здание напоминает нам о грустной странице в истории города, связанной тоже с землетрясением. Как мы видим, стрелки остановились на 5 часах 17 минут. Это время первого толчка, после которого от города мало что осталось. Если будете в Скопье, то рекомендую посетить этот музей. Вдруг вам повезет больше, чем нам, и он окажется открыт. Находится музей совсем недалеко от главной пешеходной улицы. А вот, собственно, и скульптура матери Терезы, одной из самых известных уроженок Скопье, с очень неоднозначной
биографии. Об этом я расскажу вам более подробно. Музей матери Терезы находится в весьма необычном с виду здании, эдакого лужковского стиля. На втором этаже дома в небольшой комнатке располагается экспозиция, посвященная личной жизни и общественной деятельности матери Терезы. Вход туда, кстати, бесплатный. Родилась и провела детство мать Тереза, она же Агнес Годжи-Бейджиу, в Скопье, в богатой семье албанцев-католиков. Известна всему миру как основательница Ордена Сестер Милосердия и домов для тяжелобольных в Индии, а позже в других странах третьего мира. Еще в 1979 году мать Тереза получила Нобелевскую премию мира, а после смерти была причислена к лику святых. И все бы ничего, но есть несколько фактов, которые бросают тень на ее репутацию. В этих самых домах для больных она строго запрещала использовать антибиотики и любые обезболивающие. Несложно представить, что там творилось. Когда в 1963 году в Скопье произошло землетрясение, мать Тереза отказалась выделять своему родному городу финансовую помощь от своего монашеского ордена, но публично благословила персонал американского военного госпиталя. Был еще и скандал, связанный с матерью Терезы в 1991 году, когда немецкий журнал «Штерн» на основе документов опубликовал информацию о том, что только 7% пожертвований идет на лечение больных, остальные космические суммы оседали на счетах Банка Ватикана и в Риме. Поэтому не все так однозначно, а у кого будет желание, сможет найти информацию в интернете. Нельзя не упомянуть и о вечернем Скопье. Это совсем другая, отличная от дневной атмосферы. Когда зажигаются первые фонари, а сумрак мягкими лапами окутывает город, с каждой минутой становясь более вязким и плотным. Где-то еще бурлит жизнь, а где-то город затихает, оставляя вас наедине со своими мыслями. Из-за крайне нестабильной мартовской погоды нам немножко не повезло, мы не доехали до креста тысячелетия, потому что идет дождь, идет снег, и по какой-то технической причине, как объяснил таксист, на ломаном албанско-турецком, немецком фуникулер не работает. Ну, соответственно, что? Он пообещал нам показать виды хорошие по дороге, по крайней мере, чтобы как-то компенсировать поездку. Но хороших видов пока не видим. Вот видим город сам, виднеется стадион вдалеке и сама застройка. Ну, пока ничего интересного, возможно, дальше что-то будет повеселее. Повеселее ничего не оказалось, и мы приняли решение, несмотря на холодный дождь, отправиться в крепость Скопье. Унывать категорически не хотелось, а немножко дурковать не запрещалось. Ну что, дорогие друзья, вот уже вторые сутки погода бесцеремонно, наглым образом вмешивается во все наши планы путешествия по столице Македонии. Мы не попали на каньон Матка, к огромному сожалению, по крайней мере пока что. Мы не попали на крест тысячелетия, но зато мы находимся сейчас в крепости Скопье. Это одна из самых главных достопримечательностей столицы. И отсюда открываются просто великолепные виды только для нас одних, потому что только мы в такую безумную погоду сюда забрались. Давайте посмотрим, раз выпала такая возможность. Даже панельки не портят на самом деле вот эту всю красоту, эту магию гор.
Мы не в Новороссийске, если вы подумали. Мы по-прежнему в Скопье, и если бы не пандемия, не ситуация с ковидом, Скопье никогда не была в каком-то шорт-листе стран, обязательных к посещению. И зря. И зря. Ожидания были занижены. А посмотрите, какая красота, как мягко окутывают облака вершины гор. Нежно-нежно, словно убаюкивая их в этой серости. Очень здорово, очень красиво. Быть может, мы просто соскучились по путешествиям, и в любой стране было бы так здорово. Но мне нравится Скопье. Я полюбил его. И здесь хорошо. Здесь дышится очень легко и свободно. А потом пошел снег, который к ночи только усилился, буквально завалив улицы. Со снегом пришли опасения, а не отменят ли утренний рейс, на котором мы должны были покинуть Скопье. Однако опасения оказались напрасны, и в положенное время мы героически елозя по мешанине из снега и грязи выбирались из столицы. За окном проплывали по-новогоднему белые деревья и крыши домов, несмотря на то, что на календаре было уже 22 марта. Настроение было немного рок-н-ролльное, и это вполне объяснимо, ведь впереди нас ждал самый популярный как среди македонцев, так и среди туристов древний город Ахрид.